Привет, дорогие друзья! Второе видео демотивационное, чтобы первое догнало. Кто хочет демотивироваться, друзья, остаемся здесь. Смотрите, какая история. Украинские средства массовой информации продолжают обсасывать историю, обсасывать шария, я бы даже сказал, продолжают обсасывать шария. Я могу себе представить, если бы я заказал себе проститутку. Вы представляете, Шари заказал проститутку. Я думаю, что хватило бы на месяц, да? В общем, они продолжают рассказывать про историю Ника Вуйчича. Я тут должен сказать следующее. Смотрите. Почему это видео демотивационное? Вы ведь тоже верите Нику Вуйчичу, верите в то, что он там верующий человек, говорит правду и так далее. Ну а почему бы нет? Я лично вполне верю. Потому что как можно поверить, что вот это вот сказано просто за деньги? Anatoly Shari, it's Nick Vujicic here, and I've heard about your blog and that you're trying to encourage other people and helping others to not be afraid. And I just want you to know, keep on going. Я не верю. Неужели Ник Вуйчич реально, просто выдумал то, что он слышал о том, что я вдохновляю людей своим блогом? Неужели это все игра, постановка? Да я разочаруюсь сейчас вообще в человечестве. Many more people than you think who actually are being encouraged by things that you're giving out positively. Подождите, он что, не знает ни о каких позитивных вещах, которые я привношу в мир? Он это просто все выдумал, что ли? Что это ради денег делается? Я не верю. Не, я не верю. Out to the world, and I just want you to never give up in your life, to know that you are awesome just the way that you are. I just want you to know that anyone... Так он не знал на момент записывания, какой я великолепный на самом деле. А что он тогда сказал, что я великолепный? Я что думал, на самом деле я великолепный, а? Who's trying to bring encouragement into the world inspires someone, and Drew has been inspired by you and wanted me to encourage you along the way to keep on going, never give up. And in this time of COVID-19 and sometimes feeling alone and isolated, it can get depressing pretty easily. And I just want you to know to take a perspective that... Ник Вуйчич так просто для красного словца сказал о моей большой перспективе. Я-то поверил, я думал, у меня большая перспектива. During this time, you're going to get through this, and we're going to learn what we need to learn through this. And, А вот эта вот фраза, мы будем знать, о чем ты нам вот всегда говоришь, то есть он не знал, о чем я вообще говорю. Ну, как я читал его представительницу, так он вроде меня не знает. А откуда же он знает, о чем я говорю? Его обманули. А кто обманул? Ник Вуйчич так и до сих пор не сказал. На что люди готовы за деньги? Хотя я до конца не верю, что такое может быть. I think we'll become stronger and wiser on the other side. Love you, Mr. Shari. I love you so much. Sorry if I'm not saying your last name correctly, but Anatoly, I love you so much. And hope you've been encouraged by this. Любит меня очень сильно. Очень сильно меня любит. Как мне было не поверить в то, что это искренне? Я не знал, что можно так играть, и тут внезапно. And I did not know that anything that I would do would be politically used and leveraged. Я хотел бы принести свои извинения тем, кто получил от меня ложную информацию из-за Анатолия Шария. Анатолий Шари, уберите видео. К сожалению, я не знал, что все мои действия будут искажены, использованы в политических целях. Простите меня, это было не намеренно. Я был дезинформирован, прошу прощения. Да ничего, не извиняйся. Что тут извиняться? Ты просто был дезинформирован, просто я слушал, что ты там вроде как слушал, что я говорю, там, любишь меня так искренне. Это все оказалось неправдой. Оказалось, может быть, дело в другом, может быть, дело в сумме. Я же просто не знаю, сколько заплатили Нику, он тоже не колется. А говорили, через сайт куплено не через сайт. Какая-то сплошная ложь кругом. Вот тут вот украинские СМИ подключились, и издание «Новое время» долго думало, за что же извинился Вуйчич. И пришли к выводу. Вуйчич извинился за то, что Шари купил и использовал его видео. Интересно, а как этот человек, который продает свои видео, он, наверное, не ожидает, что их купят просто, да? Ну и плюс, конечно, Шари ни хрена не покупал, и вы это видели прекрасно из этого обсуждения. Слушайте, но вот с этим вот, что я политически использовал, и Ник Вуйчич не использует вот такие вещи, ну и они неприятны ему. И политическое использование его вообще самого, да, это я разделяю. Я только не могу понять одного, вот этого вот истории. Потому что вот это вот РНБО, Рада национальной безпеки и обороны, а в форме стоит военной, это Турчинов некто. Тогда кто он был? Руководитель СНБО, да?
Но я не могу понять, а как бы не знал Ник Вуйчич, с кем встречается? Ну, если он встречался типа с пастырем, он же мог встретиться где-то в гражданской обстановочке, нет? А что это у него там на руках? Это книга о Майдане, да? Смотрите, ради интереса, вот так вот эта книга о Майдане вообще презентовалась. Видите, все знакомые лица, министры, Небесная Сотня, там все такое. Я вот думаю, у светлого ангела Ника Вуйчича ну, не вызвало отвращения, там отдельные фотографии есть, где там, ну типа люди там не очень там в хорошем состоянии, там вроде как бросают какие-то булыжники, горючие смеси. Это дело в том, что горючая смесь, когда попадает на живого человека, ему очень неприятно. Ну то такое, знаете, пустое. Самое интересное, что потерли с новой версии сайта СНБО эту информацию. Она была там, она была, да. Но я сейчас вам покажу просто по поводу того, как Ник Вуйчич, там, политических этих всех манипуляций. Смотрите, вот это вот официальный YouTube-канал партии Народный фронт. Оно залито сюда, это видео с Ником Вуйчичем. Официальный Народный фронт. Но и это еще вам скажу не все. Видите, общается. Ну, возможно, не знал просто с кем общается. Скорее всего, опять грязно использовали. Он просто был не в курсе. Но вот здесь вот на выходе камера запечатлела одну интересную женщину. Так, проходим. Опачки! Привет, интересная женщина. Дело в том, что эта интересная женщина, это Яна Кучеренко, та самая, которая там имела отношение к King's Capital, к Санде Деладжу и так далее. Еще можно назвать ее сестра Майкла Джексона, да. И она официальная представитель Ника Вуйчича. Уж она-то по-любому знала, где они находятся. И уж она-то по-любому знала, на какой ресурс заливается это. И она по-любому знала, что это используется в политических целях. Это та самая Яна, которая в личной переписке сообщала мне, что использовать Ника Вуйчича в политических целях это недопустимо. Яна является директором кейс-стратегии. И вот Ник Вуйчич рассказывает, что для него честь работать именно с этой компанией. Ну, в принципе, как там, заплати $150, и для него будет честь рассказывать о чем-то другом. Ой, о чем это я говорю? Тут дело в том, что подоспел телеграм-канал легитимный и сообщает, что идиоты-пиарщики Ника Вуйчича подставили его, втянув в политическую игру, пытаясь насолить Анатолию Шарию. Дураки, которые строят из себя умных, сделали Шарию огромную услугу. Только сейчас они начинают об этом понимать. Через год или два Шарий в судах ей докажет свою правоту и получит очередную победу. Ну, плюс еще и деньги. Плюс прокачает себя на международной информационной арене. Ведь об этом скандале напишут все мировые СМИ. Это лучший пиар, хотя Шарий этого и не хотел. Его вынудили сами идиоты-пиарщики. Источник дополняет, что Яну Кучеренко уволят. Кстати, она уже удалила свой пост на Facebook с Вуйчичем. И это правда. Яна Кучеренко удалила. Плюс я должен сказать, что как в воду глядел телеграм-канал «Легитимный». На самом деле поступило предложение из двух, как минимум. Ну там, окей, из двух источников, да, с двух сторон, типа, полюбовно это все там, типа, замять, закрыть, ни хрена у вас не получится замять, закрыть. Не получится, уже нет. Поэтому пойдете в суд и будете показывать, где и что у вас покупал. Ну, а теперь для всяких там любителей отбросов. Я обожаю Россию. Мои родители из бывшей Югославии, которая в культурном плане очень похожа с Россией. Что-то мне подсказывает вроде как память, что в Киеве он говорил, что в культурном плане на Украину похожа Ну, то такое, забудем. Главное вот. Я очень рад, что здесь будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года. Это в то время, когда в 2017 году как раз постили вот эти вот все, помните, кровавый чемпионат мира. Но и это не главное. В церемонии открытия фестиваля будет принимать участие президент Путин. Я бы хотел встретиться с ним лично. Я бы с ним обнялся и напомнил об отдыхе. Ведь у него очень напряженная работа. Да-да. Присоединяюсь. Я бы тоже с удовольствием бы обнялся с Путиным. Правда, потом бы мне сказали: эх ты пиарщик. Было бы здорово поговорить с Путиным. Я бы сказал ему, что обязательно напомню российской молодежи о том, что никогда не следует сдаваться. Это молодежи, которая в качестве добровольцев на Донбасс ехала. Я не понял здесь, о чем он говорит, но основная мысль мне понятна. Смотрите, когда ты строишь из себя святошу, то, пожалуйста, придерживайся этого. А если тебе просто не доплатили, да, если за политическое надо платить больше, то обратись к тому человеку, который попросил тебя снять это видео. Я думаю, ты отлично знаешь, кто это сделал. Ну все, до встречи в суде. Давай, Ник, давай, мотивирую тебя. Мотивирую. Равно как и все твое окружение.
Сколько у вас там билеты стоили, я не помню. 1900 гривен, по-моему, да, в Киеве. Сначала как не шло. Я сейчас разбираюсь как раз со всей этой интересной историей. Я разбираюсь со всякими компаниями, которые возникли впоследствии, якобы под крышей церковной. Я разбираюсь, каким образом эти якобы церковные организации освобождаются от уплаты налогов. Такая грязь. Это демотивационное видео. Пока.